Рецепт дня. Сегодня мы с вами будем готовить запеченный рулет из индейки. Вкусно, быстро и полезно. Обратите внимание, что это блюдо очень богато белками, а энергетическая ценность на 100 грамм составляет всего-навсего 140 килокалорий. Это телеканал «Питание, здоровье и домашнее похудение». Меня зовут Юнова Натали. Я рада приветствовать вас на своем канале. Итак, для приготовления этой вкусняшки нам понадобится филе индейки. 1,5 килограмма. Можете брать любую часть птицы. Также нам понадобится кусочек сыра по весу примерно 100 грамм. У меня сыр тильдитер 45% жирности. Еще нам необходимо 5 штук яиц, 3 столовых ложки майонеза, по весу это примерно 60 грамм, пару небольших помидор по весу около 100 грамм, 5 средних зубчиков чеснока, по весу это примерно 10 грамм, несколько веточек укропа, это по весу примерно 30 грамм, 30 грамм зеленого лука. В принципе, зелень вы можете добавлять любую по вашему вкусу. Соль вы также добавляете по своему вкусу. У меня вышло пару щепоток. Теперь приступаем непосредственно к процессу приготовления этого рулета. Для начала нам необходимо отварить яйца. Дальше мы их ставим под холодную воду, остужаем и чистим. Теперь нам нужно почистить чеснок. Как я вам говорила, у меня такие средние зубочки 5 штучек. Дальше натираем на крупной терке кусочек сыра. Сейчас делаем с вами начинку для рулета. Сыр пересыпаем в емкость. Сюда же в сыр на крупной терке нам нужно натереть вареные яйца. В эту массу добавляем чеснок, пропуская его через пресс. Нарезаем зелень. Сначала я нарезаю зеленый лук, добавляю его в начинку. Теперь укроп и точно так же его добавляем в начинку. Вот такая смесь у меня получается. Осталось добавить пару щепоток соли. С солью не переборщить, поскольку сыр у нас соленый. Добавляем 3 столовые ложки майонеза. Больше не советую, поскольку увеличится калорийность, а мы все-таки на диете. И теперь получившуюся массу нам необходимо тщательно перемешать. Теперь мы с вами займемся непосредственно самой индейкой. Для этого куски как следует моем, убираем лишнюю воду и начинаем ее резать на средние пластины, до конца не разрезая. Вот такие кармашечки у нас с вами получаются. Полученные куски индейки нам необходимо слегка отбить с двух сторон. Отрезаем кусок пергамента в длину примерно около метра. Выкладываем индейку на пергамент, причем отступаем от края примерно сантиметров 10-15. Индейку мы с вами выкладываем, чтобы она слегка накладывалась друг на друга, ну примерно на сантиметр на 2. Сверху индейки мы выкладываем приготовленную начинку, разравнивая ее ровным слоем. Моем помидоры и режем их полукольцами. По весу нам понадобится примерно 100 грамм. Это один средний, либо 2 небольших. Эти помидоры мы выкладываем поверх начинки в произвольной форме. Ну, примерно вот так. Формируем рулет. Да, совсем забыла сказать, духовку заранее разогрейте до температуры 180 градусов. Как вы видите, у меня остались небольшие зазоры, где виден сыр. Это ничего страшного, в процессе выпекания сыр склеит мясо. Формируем рулет вот в такую колбаску. На всякий случай я заворачиваю этот рулет в еще один кусок такого же пергамента.
Теперь этот рулет необходимо перетянуть нитью. Можно специальной, но у меня, к сожалению, под рукой не было, поэтому я взяла обычную в несколько слоев. Вот что у меня получилось. Ставим в духовку выпекаться наш рулет при температуре 200 градусов 1,5 часа и дальше даем ему остыть. Рулет наш готов, уже остыл. Давайте теперь с вами посмотрим, что у нас получилось и какой он будет в разрезе. Аромат, конечно, стоит обалденный, через камеру не передать. Как вы видите, он у нас с вами не разваливается. Получается настоящая буженина из индейки. А теперь посмотрим, какой он в разрезе и как вообще он режется. Рулет получился замечательный, и это гораздо вкуснее, чем любая колбаса в магазине. Всем приятного аппетита! Это был телеканал «Питание, здоровье и домашнее похудение». С вами, как всегда, была Юнова Натали. Если понравился рецепт, оцените работу и поставьте лайки. И не забудьте подписаться на мой канал для того, чтобы не пропускать новые рецепты и свежие новости как про здоровье, так и про похудение. Всем пока!